Докатались, да? Жень, как так вышло, что мы едем по реке на X5M? Это не норма. Мне кажется, мы с тобой где-то не там свернули. Привет, с вами Вилсаком, добро пожаловать в видеоролик «День с X5M». Мы в Аризоне, Феникс, это замечательное место, здесь тепло, 23 градуса, все как положено. После серой Москвы прямо хорошо, несмотря на то, что я прилетел сюда на один день, чтобы покататься на этой машине, и я в предвкушении. Смотрите, какая история. Я долго думал, что нам снять, как это все сделать, потому что вы опять будете писать в комментариях: Валя, какой X5M, ты ездить не умеешь, какой из тебя автоблогер, расскажи нам лучше про телефоны, тра-та-та. И как бы нивелируя всю эту историю, вот что мы сделаем. Я не буду здесь умничать, рассказывать вам какие-то вещи, которые сам не понимаю. Я хочу поделиться с вами эмоциями. У меня есть X5M, у меня есть день, у меня есть Аризона. И я приглашаю вас в путешествие. Мы с вами прокатимся на этой машине вообще по Америке, узнаем, что она может, и в конце сделаем какие-то выводы. Вот так просто, без сложных историй, мы с вами отлично проведем время. Поехали! А чтобы совсем не отрываться от мобильной темы, и пока не началось самое интересное в этом видео, я расскажу, что вас ждет интересного в эту пятницу. Уже в 12 часов 6 марта я жду вас здесь у себя на канале. Будем вместе смотреть презентацию нового смартфона Oppo Find X2. Oppo в каких-то областях инновационные ребята, и я думаю, что это будет интересный смартфон, потому что прошлый был реально крутым. Ну и, конечно, чтобы вам было еще интереснее, мы кое-что разыграем. Так что жду всех 6 марта в 12:00, смотрим презентацию, общаемся и наслаждаемся инновациями. И новые телефоны — это всегда здорово. Приходите обязательно. С нами здесь на тест-драйве Павел Блюденов и Алан Енилеев. Я хочу, чтобы они дали коротенькое интервью и рассказали о своих впечатлениях, ожиданиях от машины. Сначала они поделятся с нами своими эмоциями до того, как они сядут в машину, а в конце дня расскажут, оправдались ли их ожидания или нет. Мои ожидания, самое главное, это как себя будет машина вести на дороге, потому что если посмотреть на X3 и X4M, то они оказались, на мой взгляд, не совсем эмочными автомобилями, такими рафинированными для американского рынка, комфортные, мягкие, да, быстрые, да, там с кучей шильдиков M, но все-таки не настоящие. Поэтому я хочу в первую очередь понять, что вот это такое. Это будет тоже такой типа полуфабрикат для американского рынка, мягкий, быстрый и комфортный, либо это будет ультимативная М-ка в кузове кроссовер, как мы видели в предыдущих поколениях. И, собственно, мои подписчики об этом в первую очередь и спрашивают. Все остальное их волнует меньше всего. Так что сейчас прокатимся и посмотрим. Ну, у меня одно из ключевых ожиданий от этого дня – это как машина себя покажет на разгоне. Мы взяли с собой специальное оборудование, которое регистрирует реальный разгон. Здесь у нас заявлено 3,8 до сотни, и мы надеемся, что машина покажет 3,7, может быть 3,6, чтобы она могла приблизиться по разгону, либо совпасть с Lamborghini Urus, у которого не так намного больше сил, чем здесь. Здесь 625, Lamborghini Urus, который гораздо более дорогой и более быстрый по цифрам на бумаге, в нем 650 сил. В общем, посмотрим. Ну и в целом постараемся сравнить с основными конкурентами. Мы на всех них уже покатались. Это Audi RSQ8, это Cayenne Coupe Turbo. Вот только на новом GLE 63 Coupe еще не поездили, потому что его пока что просто нет в доступе. Дайте огня. Это в спорт-режиме? Но он не дает буксовать же. Газовать на хвосты. А, это подлец. Но заводится хорошо, заводится прямо. Потому что, знаете, я что думаю? Владелец BMW X5M, он же, не очень быстро ездит, в моих ощущениях. Потому что эта машина очень часто встречается с девушками за рулем. Ну, просто потому что, да, почему нет? И мы сейчас с вами узнаем, что она умеет. Слушай, эта кнопка, переключает. И вот смотри, сейчас выхлоп выключен. Сейчас выхлоп включен. То ли лыжи не едут, то ли она не сильно отличается по звуку, не? Прелесть и одновременно опасность этого видоса, то, что он будет про самые первые впечатления. Однако, я уже ездил на X5 в этом кузове в Москве, у нас даже был ролик, и тогда машина оставила смешанные впечатления. Что это такое? Ну реально, вот вообще не BMW. Я пытался полюбить это все.
Ну, потому что мне очень нравилась предыдущая Бэха, вот эта вот реально странная такая. А также несколько недель назад я брал X6M50D. Вот она понравилась. Хороший дизельный мотор, 4 турбины, вот это все. Машинка была прямо nice. А вот М-ку, и у нас был обзор, кстати, в прошлом кузове X5, тоже на хорошем моторе, но не М. Поэтому с точки зрения именно М автомобиля, это будет мое первое впечатление за рулем вообще. Поэтому, с одной стороны, мне не с чем сравнивать, с другой стороны, я как белый лист. Ну что, мне нравится, во-первых, сразу салон. Просто прям цвет салона очень и очень нравится. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это не черный потолок, он темно-синий потолок. А так очень похоже на обычную машину, очень похоже. Вот эти все карбон-элементы ты можешь заказать себе и на какую-нибудь самую простенькую моторную версию. В целом от М здесь, наверное, только руль и вот эти две кнопки. Сейчас мы их будем настраивать. Ну ты посмотри, какой ремень, да, с этой вот полосонькой, со строчечкой, чтобы ты сразу тоже понимал, что все не просто так. Значит, нажимаем красную кнопку. Ну, не, есть какая-то басовистость, ладно, окей. И, конечно, вот эти две кнопки, это очень круто. Я видал это все в видосах про М5. И ты можешь настроить ее, как тебе больше нравится. О, М-меню для тупых, типа меня. Законфигурировать кнопку М1, законфигурировать кнопку М2. У нас с вами есть Head Display и Instrument Panel, соответственно, мы тоже можем какие-то вещи прикольные делать. Значит, М1 кнопка, и когда я ее нажимаю, я могу выбрать, как обычно, вы знаете, что во всех машинах можно настроить для себя, ну, Sport Plus некий или Sport Individual, как это обычно называется. Соответственно, трансмиссию, двигатель, шасси, насколько будет острый руль. А здесь еще добавили возможность настраивать тормоза. Поскольку это теперь не механика, ты можешь просто выбрать брейк и сделать его либо комфортным, либо спортивным. Ну, например, конечно же, здесь спортивные сиденья. Они не очень жесткие, и, как сказали, здесь можно даже себе намутить и массаж, и прочие радости. Ну, типа, философия машины, что это, конечно, спортивная история, но это все-таки, давайте будем откровенными, машина не для трека. Хочешь ехать на треке, берешь М2, потом выйдет новый М3, я не знаю, даже М5 больше подходит. Это все-таки спортивный кроссовер. Соответственно, ты можешь поехать на трек, но правда в том, что ты будешь стоять в пробке. Поэтому нужны комфортные сиденья, массаж и так далее. Так вот, боковая поддержка, конечно же, регулируется. И вы знаете, кресло вот для меня, крупного мальчика, вполне подходит. Так что мужчины, которые могут позволить себе такую машину, они в ней хорошо поместятся. Имейте в виду. Ну что, я готов. Значит, главная кнопка X5M, как я уже сказал, вот здесь находится, это массаж. Вот так просто нажал, и все. И выбрал массаж level. Вот здесь вот себе троечка массаж level, значит, поехали. И я хочу, чтобы он делал hip activation. Все. Мы готовы. Выставлена первая точка, это перекрытая дорога на дамбе, там можно будет пожиганить. Что происходит вообще? Машины пробег, чтобы вы понимали, 2800 миль пробег. Во, это, конечно, вообще обкаточку прошла. Что происходит? Ну, я тебе так скажу, дядь Жень, тут прям сразу сходу, вообще без особых приколов. В сравнении с тем, что я ездил на X6M50D, детский сад. Мы едем с тобой прям вообще слезы, но уже понятен потенциал. 625 сил версии M Competition. И это просто привет, пока. Так, ну что, поехали? Просто пока. Во-первых, грузовик мы обогнали, это важно. Блин, какие же американские зеркала там просто отвратительные, не видно ни хрена. Приближение просто X2 в сравнении с европейскими. Именно поэтому они здесь ездят очень аккуратно, даже в зеркало в это ни хрена не видно. И, кстати, я обратил внимание, очень важно, ой, плюсик, что хотел показать лепестки, включил мануал и обломался. Короче, в сравнении с обычным рулем, здесь лепестки находятся адекватно, потому что у обычного, я обратил внимание, они находятся как-то, ну, очень далеко, и тебе некомфортно нажимать на них. Здесь они тоже, на самом деле, могли быть пошире, но даже так вполне окей. И вот здесь ты уже сразу такой M-стайл. И, конечно, head-up дисплей, вот эта проекция с очень понятной шкалой, которая показывает тебе... Что она делает вообще? Я аж вспотел сейчас сразу. Ну, в смысле, от эмоций. Классно. Показывает тебе обороты, и очень комфортно едешь, и все, и кайфуешь.
И мне, конечно, доставляет удовольствие понимание, что если мне надоело жиганить, я просто нажал М2, машина переключилась в комфортный режим. Просто, дядь Жень, это ж сатаны. Так, а как ланчевать на ней? Значит, уже сейчас у меня появилось желание купить эту машину. И пока мы стоим на светофоре, я вам вот что расскажу. Будет доступно 3 версии: X5M SE. Пока! И просто лимит уже сразу превышен. Можно будет купить, конечно, X5M Competition, и еще будет версия X5M Competition M Special. Это с каким-то пакетом. Так вот, ценники на них 9 за младшую версию и почти 11 за старшую. Но в Competition версиях, как мне сказали ребята из BMW, у тебя есть возможность получить 5-летнее обслуживание машины в плане ТО и вот этих всех сервисных работ. То есть это не замена колодок, конечно же, но это, по сути, бесплатные ТОшки, которые идут в комплекте, и это приятно. Пока. Что делает просто? Мне кажется, за нами уже шериф гонится, потому что как иначе? О, Макдональдс. Остановимся. Значит, у нас задача, конечно же, заехать в Walgreens, либо CVS, кстати, это Walgreens стоять, и купить немножко еды. Потому что я уже проголодался, пока ехал на X5M. Заодно, раз пошла такая пьянка, мы поснимаем на Galaxy S20 Ultra. Почему бы и нет? Просто залетаем в Walgreens. Вот так выглядит стандартная, собственно, история с американскими вот этими всеми магазами и так далее. Walgreens — это все. Это аптека, магазин, короче, заходишь и полетел. Просто у тебя здесь парфюмерия, здесь косметика, там можно фоточки распечатать. Короче, знаете, такая станция всего. Очень не хватает таких магазинов в Москве, на самом деле. Я бы прям вот кайфовал. Просто стена сладостей. Я, кстати, сладости не очень люблю. По мне не скажешь, но я не фанат. ММДМсы, ты посмотри, сколько ММДМсов. Белый шоколад с орехами, ментоловый, кофейный, значит, тут еще какая-то хрень непонятная с брецелем, соленый, прикинь, с брецелем. Просто вообще разрыв башки. Так, а мы идем, я каждый раз, когда я прилетаю в Америку, я обязательно заезжаю в Walgreens. Покупаю я обычно сосисоны. Где же они? Где же мои сосисоны? Черт его знает, где мои сосисоны. Где-то здесь рядом. Во-первых, слушайте, Принглсы, значит, еще раз, гастрономический тур. Это просто Принглсы богов. Соль и уксус. Ставь лайк, если любишь соль и уксус. Я не знаю, почему у нас это не продается. У нас какие-то крабовые, какие-то отвратительные. Gears 5. Вау. Просто купил пачку Принглс и получил в Gears 5 трехдневный буст. Красота. Так, а что-то сосисонов я не вижу. Где же они? Блин, они же здесь рядом были. Вот я тупой. Значит, вот эти сосисочки, вот эти. Это скорее даже колбаса, но я их называю сосисонами. Значит, оригинальных обязательно взять. Потом с табаско. И просто вот это все набрал. В машину бросил. И Кате становится грустно. Ты ешь сосисоны. Но, опять же, правда в том, что я не уверен, что на X5M у нас будет на это время. Таблетки от головы. Типа, у меня заболела голова. Что же мне делать, скажете вы? Я вам отвечу. Покупаешь просто таблетосы. Причем брать надо вот так вот. Ты просто берешь, сколько? 200 таблеток. 200 таблеток таблетосов. Замечательно. И все. То есть у них реально все продается огромными пакетами. Вот какими-то гигантскими упаковками. Охренеть. Но это, кстати, очень круто. И стоит вообще копье, на самом деле. Вот это безумные упаковки по 200 таблеток. $12. Просто ни о чем. Вот что забыл. Поскольку мы едем на заряженной машине, нам нужно, знаете что? Вот это. Это, как мы знаем из серии «Форсаж» и прочее, закись азота. Просто High Performance Energy Drink. Закись азота в машине, закись азота в желудке. И просто на турботяге летишь в туалет. Обязательно. Во-первых, я затарился на $15. А во-вторых, чем нравится Америка, это ты посмотри. Вот такие вот Мерседесы здесь могут встретиться вообще на раз-два. Вообще машина, конечно, здесь просто фантастика. А вот там вот какой-то молодой человек снимает мою X5M. Отойди, что ты делаешь? Смотри, уже фары, короче, пытается выдернуть. Если у багажника замечательная функция «Откройся». Ножкой там поводил. Нету. Ну и хрен бы с ней. Вот это, конечно, очень нравится. То, что в X5 вот эти двойные створки. Где тут она открывается? Просто кнопки.
Вообще без страдания. Оп. Это прям очень круто. Этого не хватает. А обратно закроется. А, и обратно с кнопки закрылась. Дрить колотить. Короче, 8 минут мы проехали. Это просто пипец, реально. Очень нравится. Пока, по крайней мере, динамика, как ведет себя машина. Весьма предсказуемо. И я вам не дорассказал историю с ценами. Значит, продаваться все это начнется с 25 апреля. Уже есть предзаказ, и я так понимаю, что всем машин не хватит, конечно же. BMW не говорят, какая квота на Россию, но нам вчера показывали замечательные на презентации графики, и Россия находится на очень неплохом месте в плане вообще любви к М-машинам и продажам. Мы не догоняем Китай, но мы обгоняем, например, Германию, и это очень круто. То есть машины М у нас любят, X5M, X6M, и поэтому, соответственно, мы, думаю, будем иметь дефицит. Первые полгода точно. Ну, короче, блин, а вот стоит ли эта машина 11 миллионов? Ну, я вам так скажу. Я ездил тут недавно на новом 992 Porsche, который стоит в хорошей комплектации также 11 миллионов. И пока эта машина мне за 8 минут подарила больше эмоций, чем Porsche 992 Carrera 4S за неделю. Потому что это огромная тачка с задним рядом и багажником, и все. А при этом она не ощущается. Она реально едет, ну, может, это звучит глупо, но почти как Porsche. Почти. Поскольку это все-таки автомобильное видео, поэтому нельзя уйти от классики жанра, нужно рассказать немножко про внешний вид. Что я хочу вам сказать? Мне очень, не очень, но прям не нравится, как выглядит X5 вот в этом кузове. Потому что какие-то странные вот эти противотуманки, сзади она вообще похожа сразу и на Kia, и на все что угодно, потерялась какая-то BMW-шность. Вот X5M, она, конечно, больше в этом смысле радует, потому что появился агрессивный бампер, сзади у нас выхлоп, все такое, но все равно мне почему-то кажется, что в прошлом поколении X5M и X6M, они были злее для своего времени. Но здесь очень много стоковых деталей, скажем, да, так, бампера, понятное дело, да, понятное дело, всякие элементы M, но в целом, где какой-нибудь звонкий капот с какими-нибудь крутыми вещами, где, я не знаю, какие-нибудь супер широкие задние арки, где еще какие-то элементы, которые бы говорили, это злой X5M. И главная претензия, которую я слышал, по крайней мере, в интернете, что эта машина не сильно отличается от стока. И это, наверное, действительно главное, к чему можно докопаться в X5M в этом поколении. Слушайте, тут на озере народ приезжает со своими лодками, и очень круто. Там вот база какая-то. А вот это я, честно говоря, первый раз вижу пикап, на который просто надет дом. Ну, вот этот автодом. И еще у него своя лодка, соответственно, он там максимально охреневший. Ну вот посмотри на эту задницу, она симпатичная. Вот в таком виде она выглядит уже прям сексуально. Но все равно какой-то вот агрессии не хватает, потому что эта машина очень злая. Мы проехали на ней сейчас всего 1,5 часа, и она, блин, злая, она творит грязь, и она прям провоцирует тебя. И первое, что я оценил, во-первых, ты быстрее потока. Во-вторых, то, что нужно понимать, вообще не ощущается вес. Это все-таки огромный SUV, в нем дофига места, но машина не чувствуется как большой кроссовер с мощным мотором. Она ощущается прям реально как спорткар. И это главное, странный такой разрыв шаблона, который лично я получил за рулем этой машины. Еще раз, у меня был опыт X5 в обычном кузове, в этой версии, у меня был X6, и там такого не было. Все-таки вот эти лишние силы, настройка шасси и так далее, все-таки вы должны понимать, что машины M — это не просто бампера, это не просто трубы и мотор. Там много чего докинуто внутрь. Поэтому если вы планируете купить X5 M50i какой-нибудь и сделать из него M, нет, вы не сделаете из него M. Это две абсолютно разные машины. О! А это знаете, что такое? Это машина мистера Уайта из Breaking Bad. Какой же ты страшный-то, ё-моё.
Я пообщался с инженерами BMW, которые были у нас здесь непосредственно в Аризоне. Здесь и люди, которые отвечают за двигатели, за шасси и так далее. И я и другие ребята спрашивали, а какая главная технология в этом автомобиле, какая главная фишка? И все они отвечали примерно следующее. Главная фишка этого автомобиля – это его набор компонентов и элементов, и как это все работает. Это мотор, трансмиссия, подвеска и все остальное. То есть с точки зрения технологий здесь, конечно же, всякие есть полуавтопилоты и прочее. Но главный кайф — это действительно настройка всех этих моментов. Это и тормоза, это и вот это все, что я перечислил. И в этом смысле машина, конечно, ощущается. Она реально очень круто тормозит, она очень классно поворачивает. И пока за 1,5 часа положительные впечатления, но по-другому вообще, наверное, не может быть. В этом и есть, знаете, подводный камень однодневного пресс-тура или тест-драйва. Ты покатался, кайфанул, а потом через 3 дня, 4 начинают вылезать какие-то мелкие моменты, начинаешь понимать, что что-то не так. И вот здесь, конечно, это очень важный элемент. Пока все нравится. Посмотрим, что будет в конце дня. Слушайте, все уже привыкли к тому, что на таких машинах ставят разноширокую резину. Здесь, например, 295, 35, 21. Но то, что бывают теперь версии с разным диаметром колес, для меня откровение. Мы идем сюда и видим, секундочку, 315, 30, 22. Вот так вот. Хрен знает, но, видимо, это нужно. Так, а теперь мы оказались на ранчо в Аризоне. Дядя Женя уже что-то хомячит. Мужчины что-то едят, да, я вот, собственно, снимаю. Тут всяческая кухня народов, я не знаю, Аризоны, типа тыквенного пирога и какой-то еще истории. Ну и, конечно, здесь какой-то Red Dead Redemption случился. Вот это салун, понятное дело. Здесь можно отобедать, чем я сейчас и займусь. Здесь стоят машины, короче, я приехал такой, чего? Очень прикольное место, куча всяких ништяков. Вон там женщины на собаках практически. Везде стоят BMW. BMW немножко снимают. Вон там что-то происходит. Вот здесь. Наша стоит посерединке, да? Белый, черный, синяя. Тут вот что-то снимают. И вот сюда пошел. Вот это красиво, конечно, сделано. Вот здесь прямо нравится. Ну и тут типа всякие приколюхи. Как жили, собственно, вот кузнец. Там ганшоп, там тир. Здесь отель. Реально я попал просто в Red Dead Redemption. Чего? Вон там гора. Очень нравится. Такси-отель. Да что происходит, а? А тут, собственно, фоткали. Да, вот отсюда, кстати, есть промо-фотки. С другой, правда, машиной. Но я вам покажу, как это выглядит именно на промо-фотах. Фотах промо. Горит это все. Вон там ганшоп. И просто здесь улица. И тут, на самом деле, да, хрена всего. Тут есть и церковь там в конце, и банк, и, конечно же, турма, и прочие радости жизни. Ну и, конечно, немножко еды. Посередине просто встала. Что она делала, непонятно. Просто лучшие люди и еда. Что я хочу вам рассказать про салон. Очень-очень-очень похоже на то, что вы увидите в обычной X5. В этом смысле прям особых отличий я не наблюдаю. Кроме того, как мы с вами выяснили, руль имеет 2 кнопки и дизайн M. Здесь еще несколько отличий M-характера в софте, потому что здесь всякие шкалы дополнительные и так далее, и так далее. Немножко другой переключатель. В обычной версии он может быть хрустальным, здесь он вот такой хитрый. И немножко другая логика переключения всех операций. Но в целом, не знаю, надо ли, но каких-то навороченных деталей, которые бы тебе говорили, что это M, не так много. Ну, строчка на ремне, всякие M-кресла. Но я пока не определился. Ну, наверное. В X5 обычным новым уже так много всяких приколюх, что куда больше. В этом смысле, еще раз, мне нравится логика, что это обычный, очень комфортный кроссовер, который добавили еще и спортивных приколюх. В принципе, то, что и отличало X5 всю жизнь, и то, что делало его популярным, именно M-версию. Но вот есть какое-то ощущение, что-то не хватает. Есть такое ощущение. Я не пойму, с чего оно, потому что так-то всего за глаза. Но ощущение есть. Это у нас X5M Offroad Master просто. Пофигу, вода. Че бы не было, просто поехали. Красота, благодать. Смотри, тут вообще какая-то... О, клиренс, все дела, мастер. И... Бам-бам-бам. Тут еще свалка автомобилей рядом. Вообще как положено. А куда мы едем, Женя? Что происходит? Тут не похоже на нормальную дорогу.
гребаная глушь Аризоны, вот я как это назову. И трейлеры. Тут все живут в трейлерах. Вот в таких. Что это происходит вообще? Найс. Нам предлагают поменять машину. X6M черная, X6M белая. Вообще тут, в общем-то, подразумевается смена машины. Вот я что-то думал. И решил, что нет. Я буду ездить на вот этой X5, хрен бы с ней. У нас будет full day experience. Вот так вот. Вообще, знаете, что понял? Если к внешнему виду автомобиля можно, ну, и докопаться, наверное, и объективно, и не очень, это всегда очень вкусовщина. И до интерьера, хотя мне все новые BMW вот в этом дизайне нравятся. Есть одна вещь, которую у BMW не отнять. Это вот удовольствие за рулем. Причем оно ощущается во всех автомобилях. Будь то, я не знаю, какая-нибудь копейка простая. На трешках я ездил, сараях. Да на любой BMW, которую я брал и на которой мне довелось покататься, я получал удовольствие. То же самое и здесь. Машина просто очень комфортно рулится. Причем даже не надо ставить мегаспорт руль. Все вполне комфортно и так. И вот это вот ощущение, оно, конечно, фантастическое. Вот это вот не отнять. Я вот сейчас анализировал свои эмоции, всю гамму. И вот мы сейчас в поворотик зашли, так приятненько едем. Прям вот даже не хочется очень быстро ехать. И при этом машина может ехать быстро. Она говорит: дядь, вообще не вопрос. Надо, ты просто... И просто попер в поворот. И оттормозился, и у тебя как бы всегда... И, вот знаете, предсказуемость, вот это вот. То есть ты понимаешь сразу, как ты в поворот заходишь. Ты понимаешь, что происходит. Ты оттормозился чуть-чуть. Ты понял, что вот здесь она уже вытянет. Все, и ты попер, и она гребет вообще просто, что происходит. Здесь чуть-чуть притормози. И снова. И похрен на лимит 30 миль. Мы прям 75, и нам комфортно, понимаешь? Вот здесь вот оно удовольствие. Но в какой-то момент ты как бы такой: ладно, все, я хочу снова ехать 30. И машина говорит: дядь, на любой скорости, в любом состоянии ты будешь получать удовольствие. И вот этого у BMW не отнять. Это действительно какое-то совершенно фантастическое, близкое к магии ощущение, как они это делают, я хз. Здесь даже нет модного подруливания задних колес. Они говорят: мы настроили шасси без вот этой вот всей фигни. Она и так отлично поворачивает, она и так отлично едет. И это прям ощущается. Вот, да. О чем и речь. То есть, не попробовав это все, вы сейчас смотрите на ютубе ролик, думаете: вот пока вы так вот не покатаетесь, говорить вообще не о чем. Потому что просто со стороны, глядя на эту машину, ты видишь только даже не вершину айсберга. Ты так издалека какие-то силуэты ощущаешь. А когда ты садишься и даешь в пол, вообще без вариантов. Да, еще, наверное, подкупает то, что они сделали вот эти две кнопки. Это прям вообще пипец величия. Реально, ты едешь такой, типа: ну, я еду, так, типа, блядь. И тебе не надо куда-то тут спорт втыкать, там куда-то лезть, что-то делать. Просто бам! Ничего не произошло, да? Но мысль такая, что секунда, и ты можешь ехать как тварь. Это отличное чувство. Передача «Социальный эксперимент». Мы находимся в глуши Аризоны. И это, знаете что? Это Family Dollar. Это типа пятерочки. И видите, тут low prices, $1 вау, смарт-купоны и прочая фигня. Давайте просто зайдем, посмотрим, что из себя представляет пятерочка American Style. Мне кажется, вот тут активности всякие. Ой, сколько всякого классного. Так, что у нас тут есть? Ну, все очень похоже, мне кажется, на то, что у нас происходит. Я не думаю, что здесь что-то может сильно меняться. Но тут много всяких нефтяков. Оригинальность сотого уровня. Значит, мы взяли закись нового интересного цвета, зеленого, а он же новый вкус. Жень, я купил твоих любимых Принглс. Те, которые я ненавижу? Которые, да, лучшие. Держи. Абсолютное величие американское выглядит вот так. Это дом на колесах, к нему машина, там еще велики и попер. Ну, это просто мое почтение. Жень, что-то мы с тобой в какой-то заехали, как его называют, поворот не туда, смотрел?
Вот это, вот это оно, мне кажется. Видал, смотри. Кладбище машин. Тут вот какие-то прям жесть. Ё-моё. Что будем делать? О, мне кажется, надо ехать туда, конечно. Вот там самое величие. Грузовичок и величие. Есть чувство, что это прямо лучший спот для того, чтобы снять машину. Вот так вот. Есть, конечно, еще лучше вот там, но нас туда не пустили. Сначала пустили, вон тот дядька на тарахтелке, а потом сказал найн. Но здесь вообще абсолютно классно. Потому что вот у этого дома на колесах, ну, непонятно, то ли, наверное, камнями кидали или что это такое. А может, стреляли в него, хрен знает. Ай, красота. Из пустыни с кактусами и камнями мы каким-то образом телепортировались просто в очень приятную, даже не знаю, как это назвать, ну, похоже на Калифорнию, на самом деле, внезапно. Аризона, вот здесь какой-то Калифорния стайл. Да это Карелия. Карелия, точно. Мы в портал провалились, да, просто, и трансформировались в что-то непонятное. Слушай, круто очень, нравится. О, туда мы и поедем, пожалуй. Не, лимит это просто пока вообще. С такими лимитами здесь ездить невозможно. Вот хорошо, когда так, конечно. А еще мы выяснили, что у нас осталось бензина всего на 70 миль, а мы находимся в реальном парке, где ни заправок, ни хрена. С учетом того, что мы чуть-чуть дубасили, чуть-чуть. Возможно, у нас сейчас кончится бензин. Вот это будет весело. И пока мы готовимся, Женя опять что-то там снимает. Я вам почитаю здесь надписи. Вот, например, «Fuck Trump». А здесь написано: «Никогда не сдавайся, все хорошо». Наш день подходит к концу, осталось ехать до Феникса всего чуть-чуть. Мы сейчас узнаем еще у ребят их впечатления о машине, а я пока поделюсь своими. Значит, смотрите, какая история. Мне, в целом понравилось. Это та самая X5, X6, без разницы. На самом деле машины очень похожи. Они отличаются в цене где-то на 400 тысяч рублей. Просто купе, побогаче выглядит, хотя каждому свое. Мне очень нравится именно в X5 кузове, поэтому я даже не стал сегодня брать X6. Я ездил на ней обычной версии, вы это все знаете. Смотрите, какая штука. Я пытался осознать свои эмоции и пришел вот к какому выводу. Это очень комфортная машина. С точки зрения комфорта она не отличается сильно от гражданской версии, назовем ее так. Здесь нет пневмоподвески, да и хрен бы с ней. Она очень приятно едет. Здесь достаточно мощности. 625 сил в Competition версии за глаза вообще. Хотя я думаю, изи, клац-клац, у тебя будет 800 на Stage 1 какой-нибудь прошивки. Может еще там по мелочи что-нибудь сделать. То есть это, конечно, машина с потенциалом. Это машина, которая делалась, наверное, в клин к какому-нибудь Каену Турбо. ГЛЕ новый, Урус может быть где-то рядом, но он просто дороже. ГЛЕ, наверное, надо потестить, не знаю, но, например, G63 AMG, очень классная тачка, стоит 18. Урус стоит примерно тех же денег. Это в такой комплектации обойдется где-то в 11 миллионов. Да, это в любом случае очень дорого. Младшая версия стоит 9, но это типа совсем почти пустая. Все-таки Competition, что все хорошо, со всеми пирогами будет стоить 11. И стоит ли эта машина этих денег? Да, стоит, потому что она сохранила весь комфорт гражданской версии и получила дополнительные ништяки именно М-версии. И, вы знаете, если уж брать X5, то почему бы не взять М, наверное, если ты хочешь быстро ехать. Если тебя это не парит, просто не... Короче, мне понравилось. Это, наверное, самая важная мысль, которую я должен до вас донести. А что понравилось? Конечно, все эти радости М-версии. Управляемость, мощь, комфорт и то, что нет ощущения, что ты едешь на большом SUV. Есть реально четкое понимание, что ты рулишь чем-то очень таким податливым и приятным, как будто это такой седанчик небольшой. А эта машина большая, тяжелая и вполне комфортная. Что я хочу вам сказать. Отвратительный интернет в Америке. Вот мы сейчас находимся в каком-то даже городке тут местном. Интернет не то что 3G. Интернета нет, вообще сети нет. Никакой. О, LTE-шечка. Но AT&T это как бы не стыдный оператор. LTE на одну палочку, конечно же, не работает. Короче, забейте. В России интернет в разы
класснее. Что-то мы с дядей Женей ездили, и закончился у нас бензин. Это, конечно, все замечательно, но надо заправиться, да? Это сюда, это сюда. Здесь вставляем, значит, нам нужен дебет. Дебет, insert card дебет. Так, ни хрена эта шляпа не работает. То есть, на самом деле, у них вот практически везде вот такая штука, что ты сам платишь, бла-бла-бла, и оно практически никогда не работает с нашими картами. Поэтому пойду платить непосредственно в сам магаз. Что делать? Блин, неудобно. Во-первых, я, конечно же, купил Full Throttle. Во-вторых, я заплатил дебетовой картой, но только прикинувшись кредиткой. Как, блин, это работает? Вообще хрен его знает. Но теперь мы готовы. Мы вставляем. Значит, как это юзать? Сначала вставляешь, потом нажимаешь, потом тра-та-та. Окей, погнали. Так. Вставил. Выбрал, конечно же, 91-й. И, конечно же, поперло. Да? Заправляемся. Вообще квест непростой, я так вам скажу. 91 это, кстати, типа тут Supreme вообще лютый, а так народ ездит на 87-м регулярном. И, конечно, все в галлонах. Ни хрена ничего не понятно. То есть, получается, $10 это 2,6 галлона. А как это перевести? А черт его знает. В итоге в течение дня мы сделали замеры, машина оказалась немного быстрее заводских данных, которые составляют 3,8 до 100 км в час. У нас получилось за 3,75 секунды проехать до сотни. Но самый, наверное, крутой момент, который запомнился, это когда мы ехали по перекрытой дороге, серпантин, и машина показала, конечно, феноменальную управляемость, феноменальную динамику. Это реально очень удивительно, как современные кроссоверы научили ездить, когда они максимально заряженные по мощности. Это просто сумасшествие, и новый X5M, X6M Competition этому офигительное просто подтверждение. Окей. Короче говоря, результаты меня поразили. Когда мы поехали на серпантин, я попробовал проехаться на этом автомобиле. Я, честно говоря, думал, что ну будет так себе. Я нажал на педаль газа, и, честно говоря, я просто первые 100-200 метров реально смеялся от счастья, потому что BMW-шники смогли сделать эту машину так, как ее нужно было сделать с моей точки зрения. Она реально крутая, веселая и может позволить вам получить огромное удовольствие от вождения. Короче, я прям в шоке. Приятно. Так что must have. Что меня-то я... Не, на самом деле, если даже сравнить ее с Porsche Cayenne Turbo или с Urus'ом, я не помню таких ощущений именно эмоциональных, которые я получил на этом автомобиле. Так что это прям молодцы, респект. Вот как-то так. Один день с BMW X5M в Аризоне подходит к концу. От вас лайк и подписочка. Пишите в комментариях, насколько я снова не автоблогер или автоблогер, тут уж черт его знает. Ну и совсем скоро увидимся, потому что мы в интернете, а значит, я не прощаюсь. А мы поехали пить. Че, день заканчивается, поэтому мы поедем пить. Все как положено.